Всем огромный привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Настя Енот. Рада всех вас здесь видеть. Сегодня мы с вами выясним, так ли опасна тоника для наших волос, почему мастера в салонах так ее избегают, не любят и всячески ругают за ее использование. И вычислим самый безопасный оттенок тоники. Наливайте чаек, берите вашу любимую баночку тоники и давайте начнем. Ух, и сколько разных историй я слышала про то, как после покраски тоникой, даже через год, два, три, девушка приходит в салон и слышит про себя много всякой лестной информации. Мастера всячески ругают этот продукт, говорят, что он из волос не выводится, и если вы хоть раз покрасились тоникой, то она с вами останется навсегда. В блондинку вы больше не вернетесь. И сколько всего приходится выслушать. Скорее всего, клиент при этом будет испытывать дикий стыд и позор, что когда-либо в принципе использовал этот бюджетный краситель. Маленький провинившийся ребенок. Типа, я покрасилась каким-то дешевым говном, и все. Теперь мои волосы безвозвратно испорчены, и никакой даже самый крутой мастер этого в жизни не исправит. Но именно так, мои хорошие, зарождаются стереотипы. То есть когда-то какой-то оттенок тоники просто не вымылся из волос, это возможно, и это возможно не только с тоникой. И теперь всю линейку тоники, весь вот этот вот краситель, его просто взяли и загнали в разряд таких немилости просто, что он в принципе как хна из волос не выводится, но это полнейший бред. Ведь любой пигмент прямого действия может застрять в волосах, и неважно, тоника это Iro, Crazy Color или Manic Panic или другие более дорогостоящие красители. Здесь совершенно вопрос не в застревании. Здесь все зависит от волос и от ваших действий. Если волосы слишком повреждены, краситель забьется. Если вы будете осветлять свежепокрашенные волосы, краситель забьется. Если вы будете повторно наносить тот же краситель, сверху он тоже забьется. И мастера, скорее всего, не хотят возиться, не хотят портить ваши волосы осветлением после забитого красителя. Но на самом деле дело можно решить просто перекрытием на другой цвет, если вы хотите, допустим, цветное окрашивание. Плохо очень смываются синие, зеленые пигменты, и это не только у тоники, это также и у более дорогостоящих красителей, которые я уже упоминала ранее. Их можно просто по правилам колористики, сочетания тонов, допустим, синий пигмент перекрыть розовым, получится фиолетовый. В общем, решение найти можно. Но, конечно же, платину после синих волос получить будет чрезвычайно тяжело. Возможно, даже невозможно, потому что пигмент сливается со структурой волос, и вывести потом его нереально, это только сжечь волосы. Да, при этом вы можете уйти без волос из салона, виноват будет мастер. Вероятно, поэтому мастера просто не хотят брать на себя такую большую ответственность. Плюс многие мастера и любители краситься говорят, что тоника, именно тоника, она портит волосы. Но тут и да, и нет. Немного порывшись в составе, подробнее углубившись в каждый ингредиент, я пришла в некое замешательство. Оказывается, каждый оттенок тоники, вернее их большинство, имеют совершенно разный состав. То есть компоненты, они не то что местами помененные, они вообще разные. Все, что в них есть общего, это какие-то консерванты и масла. Единственное, где можно найти идентичный состав, это линейка Color Revolution. И то у одинаковых по интенсивности оттенков. Здесь все одинаково, только цветовые пигменты разные. В некоторых тониках состав просто наижутчайший, меня он поверг в некий даже ужас. Это вот тоника 902. Или тоника, вообще предназначенная для седых волос. Я, конечно, понимаю, что для седых волос состав должен быть более агрессивный, ибо седые волосы очень тяжело закрасить, особенно таким красителем, то есть не перманентным. Здесь самый кошмар, он на первых позициях содержится, то есть самые сушащие агрессивные компоненты, они идут в первых 4 позициях, это самая высокая концентрация. Вот эти вот плохие ребята типа содиум лаурил сульфат,
сульфат, кокамиды, они просто вытягивают огромное количество влаги. Это, конечно, все поправимо, но вот после самого тонирования волосы будут чувствовать себя очень плохо. Вот очень плохо. Я теперь понимаю, почему многие говорят о том, что тоника сушит волосы. Да, она их сушит, но, конечно, не все оттенки. При нанесении на кожу головы могут возникать аллергические реакции. Вот в сочетании вот этих всех компонентов, как кокамиды и содиум лаурил сульфат, и спирты, и соль, это все вот дает такую ядерную нехорошую реакцию у вас на коже головы. И вот это вот маленькое содержание масел, которое идет далее в составе, оно вот настолько ничтожно, настолько там такие вот капельки этих маслюшечек, что они как бы не смогут смягчить весь этот вред. Поэтому вот эти вот оттеночки типа 902 и 910 я бы не советовала использовать вам в чистом виде. Возможно, только разводить с водой, как-то полоскать волосы в тазике, или разводить их с бальзамом и наносить на волосы в виде такой бальзамной смеси уже. Здесь я ничего не стану говорить о вреде СЛС и различных кокамидов. Это отдельная тема для разговора. Вызывают они или не вызывают рак, накапливаются или накапливаются в органах, а здесь все достаточно, я думаю, что безопасно. Главное не держать их сильно долго на своей голове. Скорее всего, эта концентрация будет даже недостаточно для того, чтобы они проникли сквозь кожу головы. Но то, что они сушат волосы, это 100%. Это вот такие вот старички, как сказать. Я думаю, вот именно из-за них так мастера не любят эту самую тонику. Но есть в линейке тоники красители с наименее агрессивным составом. И это уже многим полюбившаяся линейка Color Revolution. Да-да, та самая, которая захватила в себя, съела буквально всеми любимую дикую сливу и бордо. Состав этих красителей достаточно сильно изменился. Туда добавилось очень много смягчающих компонентов, уходовых компонентов. Ну и, естественно, снизилась вероятность застревания этих оттенков в волосах. Хотя жесткие компоненты, сильно сушащие волосы, здесь тоже остались, но они здесь скорее использованы для того, чтобы воду смешать с маслами. Они используются для соединения молекул воды и каких-то масел, присутствующих в составе вот этих вот красителей. Эта линейка содержит в себе еще такие вот цвета, они являются производными уже из вышеупомянутых, то есть это такой голубой Ocean Blue и розовый такой производный из бордо, это Neon Pink. Но здесь состав уже, конечно, более мягкий, меньше агрессивных веществ. Здесь я уже заметила силиконы. Конечно, они подходят не для всех. Для людей с тонкими волосами силиконы, в принципе, использовать нежелательно, потому что они утяжеляют волос. Если вы часто будете пользоваться этими самыми силиконами, волос начнет просто ломаться. Но если у вас толстый, тяжелый волос, или он такой вот средней толщины, то в моем опыте могу сказать, что силиконы, наоборот, они обволакивают волос, они делают его более гладким, эластичным, менее пушащимся, более послушным, я бы сказала. Что здесь может пугать, это количество компонентов в составе. И там помимо уходовых, там куча еще всяких вот вредностей, понемножечку, которые присутствуют в составе скорее как консерванты, или как смешивающие компоненты, или как смягчающие компоненты, или как нейтрализующие действия вред этих сульфатов компоненты. Тот же самый состав имеет тоника Deep Green. Также в этой линейке есть такой краситель, как Raw Gold. Это такой вот немного переделанный оттенок из дымчато-розовой тоники. Но дымчато-розовый имеет такой вот достаточно страшный состав. Там сульфат идет сразу после воды, далее какие-то соли и спирты. То есть все это достаточно хорошо так подсушивает волосы. Да, в составе тоники присутствует достаточно много бюджетных компонентов, потому что в принципе стоимость как бы самой тоники, самого бальзама, она не уж и высокая. Хотя вот сейчас на Озоне задирают цены выше потолка. Это
по 350 рублей за баночку тоники. Естественно, более дорогие, более качественные красители, как Crazy Color, как Hero имеют более мягкий состав, там очень мало компонентов, и они все достаточно мягкие и уходовые. Что касается тоники, я уверена, что значительный вред вам она может нанести только в том случае, если вы аллергик. Если у вас есть аллергия или непереносимость одного из компонентов, который входит в состав тоники. Потому что та незначительная концентрация даже самых вредных веществ и компонентов, содержащихся в тонике, не способны убить ваши волосы, не способны нанести вам такой уж непоправимый вред. Ну а то, за что тонику ругают, это застревание в волосах. Я уже говорила, зависит от многих факторов. И сама тоника здесь ни при чем. Любой краситель может застрять в ваших волосах. Все зависит от того, как вы его наносите, от состояния ваших волос. В принципе, цвета, который имеет склонность к застреванию. Также от дальнейшего ухода за этим цветом. Допустим, синий цвет, он очень редко полностью вымывается из волос. Но это мы выясним в ближайших видео, потому что я собираюсь вывести синий цвет. Или, возможно, я уже больше никогда не стану блондинкой. Даст или нет мне расстаться с синими волосами? Смотрите моих следующих видео, чтобы не пропустить их. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ну а в итоге, в ходе моего небольшого исследования, углубления в составы тоники, я выяснила, что самым наиболее безопасным оттенком являются 3. Это Ocean Blue, это Neon Pink и это Deep Green. Они нанесут вам наименьший вред. Скорее, даже их можно использовать в качестве ухода за вашими волосами. Ставьте пальчик вверх, если видео было для вас хоть как-то полезным. Ну а я желаю вам потрясающих здоровых волос и всем пока!